Фармакологическое действие. Виферон обладает противовирусными, иммуномодулирующими и антипролиферативными свойствами. Применение препарата виферон в составе комплексной терапии позволяет снизить терапевтические дозы антибактериальных и гормональных лекарственных средств, а также уменьшить токсические эффекты указанной терапии. Показания. Острые респираторные вирусные инфекции, включая грипп, в том числе осложненной бактериальной инфекцией. Пневмония, бактериальная, вирусная, хламидийная, у детей и взрослых в составе комплексной терапии. Инфекционно-воспалительные заболевания новорожденных детей, в том числе недоношенных, менингит, бактериальный вирусный, сепсис, внутриутробная инфекция, хламидиоз, герпес, циталомеговирусная инфекция, энтеровирусная инфекция, кандидоз, в том числе висцеральный, микоплазмоз в составе комплексной терапии, хронические вирусные гепатиты В, С, Д у детей и взрослых в составе комплексной терапии, в том числе в сочетании с применением плазмофереза и гомосорбции при хронических вирусных гепатитах выраженной активности, осложненных циррозом печени. Инфекционно-воспалительные заболевания урогенитального тракта, хламидиоз, циталомеговирусная инфекция, уреоплазмоз, трихомониаз, гартнереллез, папилломавирусная инфекция, бактериальный вагиноз, рецидивирующий влагалищный кандидоз, микоплазмоз, у взрослых в составе комплексной терапии, первичная или рецидивирующая герпетическая инфекция кожи и слизистых оболочек, локализованная форма, легкое или среднетяжелое течение, в том числе урогенитальная форма у взрослых. Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Способ применения и дозы. Препарат применяют ректально. Один суппозиторий содержит в качестве активного вещества интерферон альфа-Б2, человеческий, рекомбинантный, в указанных дозировках 150 тысяч единиц, 500 тысяч единиц, миллион единиц, 3 миллиона единиц. Острые респираторные вирусные инфекции, включая грипп, в том числе осложненные бактериальной инфекцией, пневмония, бактериальная, вирусная, хламидийная, у детей и взрослых в составе комплексной терапии. Рекомендуемая доза для взрослых, включая беременных и детей старше 7 лет, виферон 500 тысяч единиц по одному суппозиторию 2 раза в сутки, через 12 часов ежедневно, в течение 5 суток. По клиническим показаниям терапия может быть продолжена. Детям до 7 лет, в том числе новорожденным и недоношенным, с гестационным возрастом более 34 недель, рекомендовано применение препарата виферон 150 тысяч единиц по одному суппозиторию 2 раза в сутки, через 12 часов ежедневно, в течение 5 суток. По клиническим показаниям терапия может быть продолжена. Перерыв между курсами составляет 5 суток. Недоношенным новорожденным детям с гестационным возрастом менее 34 недель рекомендовано применение препарата виферон 150 тысяч единиц по одному суппозиторию 3 раза в сутки, через 8 часов ежедневно, в течение 5 суток. По клиническим показаниям терапия может быть продолжена. Перерыв между курсами составляет 5 суток. Применение при беременности и кормлении грудью. Препарат разрешен к применению с 14 недели беременности. Не имеет ограничений к применению в период грудного вскармливания. Особые указания. Для лечения широкого спектра инфекционно-воспалительных заболеваний виферон можно применять в составе комбинированной терапии с антибактериальными препаратами, глюкокортикостероидами, иммуносупрессивными препаратами. Имеются данные об эффективности применения препарата виферон в составе комплексной терапии и для профилактики следующих заболеваний и состояний: герпетические инфекции, хламидиоз, уреоплазмоз, токсоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция у взрослых и детей старше 1 года, вирусные гепатиты у взрослых, ОРВИ, грипп, бронхиальная астма, ювенильный ревматоидный артрит, менингиальная форма клещевого энцефалита, простатиты различной этиологии, гнойно-септические послеоперационные осложнения, вирус-ассоциированные гломерулонефриты, пиелонефриты. Побочные действия. В редких случаях возможно развитие аллергических реакций, кожные высыпания, зуд.
Лекарственное взаимодействие. Виферон, суппозитории ректальные, совместимо хорошо сочетается со всеми лекарственными препаратами, применяемыми при лечении вышеуказанных заболеваний. Антибиотики, химиопрепараты, глюкокортикостероиды. Условия хранения и срок годности. Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 2 до 8 градусов. Срок годности 2 года.